Всем хай. Решил переделать предыдущую программу, то можно было менять глубину волны, ну или амплитуду. И как я это буду делать? Это конусы у меня обратный выпуклый. И решил точку перехода с вогнутого на выпуклый, под каким углом она сделана, контачит. И эта линия у меня горизонтальная. И теперь у меня сектор будет показывать не угол конуса, вот эта линия, а вот эта. И поэтому угол конуса у меня получился неизвестным. Брать плоскость. То моя плоскость среза, вот она как идет. Соответственно, мне надо высчитать этот угол конуса, чтобы рассчитывать по предыдущей программе, по принципу. Ну, а по-другому рассчитывать тут, слишком усложняется. И у меня получается будет не вот не такая поверхность под углом, а обычная 90 градусов. И у меня в этом конусе радиус идет вот так вот под наклоном, если относительно этой плоскости. А у меня будет идти радиус перпендикулярно этой плоскости. Поэтому не будет соответствовать этот конус и тому, что у меня получится на детали. А получится у меня вот такая деталь. Вот, если ее сверху смотреть, у меня уже получается вектор. Это вот линия сопряжения двух сегментов конусов. И, соответственно, перпендикулярные поверхности. И что у меня получилось? Ну, как видите, волна получилась. Это значит у меня линия сопряжения двух конусов. Вот эта линия, вот она. И эта линия тоже находится на горизонтальной поверхности плоскости. И глубина этой плоскости идет также R7. Все параметры соответствуют предыдущей программе, только добавился R8 угол контакта. Это вот этот угол R8. И его можно менять. Также коррекция произведена на радиус инструмента. Вот это рассчитывается угол конуса, что я вначале говорил. Дальше, как и в предыдущей программе. Смотрим, что получилось. Волна не такая глубокая. Можно еще помельче сделать. Пол сделаем не 45, например, 70. Плавненький, небольшая зыбь, так сказать. И получается, в этой программе можно получить первую программу.
Вот у меня глубокие радиуса идут по полокружности. Туда делаем контакт 0. Где там он? 70. Делаем контакт 0. Вроде бы те же самые контура получились. Но проверить не могу, поэтому утверждать не буду, что получилась предыдущая программа. Но эта программа получается универсальной. Можно регулировать как хочешь. Можно делать неполный круг. Здесь идет repeat крут расчетный R14. Но мы сделаем, например, 3 раза. 3. Смотрим, что получается. Это, по-моему, 180. 30, 30, 60, 120. На одну меньше надо делать, чтобы было 180. Значит, 2 надо. Один раз первый раз проходит, а потом еще 2 раза повторяет. И 180. Если нужно полукруг, 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 то здесь надо немножко программку добавить. Здесь мы делаем комментарий, а вот здесь добавляем еще вот это вот кадр. Вот эти 2 кадра. Копи и пасты. То есть делаю вогнутый, поворачиваю, делаю выпуклый, поворачиваю, делаю вогнутый. И без повторов. Все. Проверяем. Так, что у меня тут? Да. Вот заход идет. Вогнутый, выпуклый, вогнутый. 3 сегмента отработал. 3 сектора. Здесь у меня до сих пор 90, что ли, стоит. 0. 30. То, что этой программой можно делать и манишку. Все. Всем пока. Удачи.